Археологи делали раскопки и обнаружили этого неизвестного науке червя. Выглядит он уж очень странно и достаточно жутко. Через пару часов они нашли подобных существ намного больше, но ученые не спешат называть этих существ земными, так как археологи делали раскопки рядом с одним из упавших метеоритов. В довольно неплохом качестве рыбаки смогли снять на видео жуткое существо, проплывающее рядом с ними. Что это за монстр, они понять не смогли, но нечто таких размеров не может просто плавать в столь мелком водоеме. В комментариях это видео уже прозвали, что сородич Несси попал на видео. По зарубежным новостям пару лет назад была громкая новость, что наконец-то люди смогли заснять лохнесское чудовище. Об этом говорили очень долгое время, однако через полгода данное видео разоблачил местный житель Аризоны, сказав, что на видео не более чем аллигатор, которого присыпало снегом. Но вот его историю уже никто в новостях, конечно же, не показал. А что думаете вы? Неизвестное маленькое существо, буквально похожее на дракона, поймали в 2010 году. Многие газеты и новости говорили об этом, но эта новость дошла до меня только сейчас. Я очень надеюсь, что размеры этого существа достигли максимальных. Я бы не очень хотел увидеть такого 50-метрового зверя в небе. Автомобилисты жаловались, что по пути к дому на дорогу выходит неизвестное белое существо. Кто-то говорит, что это просто больной человек. Однако один из очевидцев сказал, что видел, как оно растворилось в воздухе. Что это такое, оставляю вопрос для вас в комментариях. Это видео сняли два молодых парня. Уверен, что видео постановочное, однако увидев такую сцену в фильме, было бы жутковато, согласны? Автор утверждает, что будто снял Слендера, но вот уж слишком видео похоже на короткометражный фильм. Что скажете? Dude, let's go back up to the... Dude, oh my god. Whoa, whoa. Zoom in on that. Whoa, what is that? Zoom in on it. Zoom in on it. Can't believe we made it up. I'm gonna check if he's there. Oh god, dude, he's there. He's there. Oh, Connor, I'm freaking out, man. Connor. I can't tell. Oh my god! Go! Run! А если это видео настоящее, то это чудо природы. Настоящий единорог снят в Швейцарии в дикой местности. Совершенно случайно мужчина забрел настолько далеко, что вышел к тому месту, которого даже нет на местных картах. Автор говорит, что не поверил своим глазам, но снятое видео на его телефон показало то же самое. Любитель паранормального купил себе машину на пульте управления и установил на нее камеру, так как самому страшно ходить в такие места. В один из дней, когда он запустил данную игрушку в катакомбы, за ней наблюдало странное существо. Кто знает,
что на самом деле может жить в этих местах. Как такое возможно? Именно эта подпись была на сайте к этому видео. Настоящая русалка попала на камеру. Хоть от нее и идут буквально естественные волны, но почему же тогда никто из людей на 2 лодках ее не заметил? Это же существо, похожее на червя, обнаружили в 2020 году в Новой Зеландии. Никто никогда из ученых не видел ничего подобного, но говорят, что существо явно с нашей планеты. А этого моллюска выловили рыбаки. Но это существо больше похоже на чужого, нежели на моллюска. Никакой информации, что это, ученые не дают. Однако существо находится под наблюдением уже больше полугода. Будут ли они скрывать от нас правду, или же скажут, что это обычное морское существо, мы пока не знаем. Maybe it's a mollusk. No, it's a crab, baby crab. It's a baby crab. Right, but what kind of mollusk do you know has 2 claws? Like 2 pinchers? And then it's got a big yellow eye. Sometimes you can see the eye. Big yellow eye. Yeah, one big yellow. Oh wow, look at it stick all the way out. Oh shit, I didn't get to see it. Look how far it's sticking itself out now. There's its 2 little claws. Yeah, it wants to be safe. В Сибири в 2017 году мужчина нашел настоящее тело пришельца. Прибывшие на место специалисты сказали, что данное существо из плоти и уже давно не живое. Сохранилось оно благодаря морозам. Но многие из комментаторов видео предположили, что это мог бы быть макет из какого-нибудь фильма про инопланетян. Но как оно оказалось в лесу, остается только догадываться. Огромную летучую мышь снял мужчина из Канады. Существо поймать не удалось, однако его видно на видео. СМИ уже назвало это явление сенсацией, так как самая большая летучая мышь была всего 30 сантиметров, а это явно более 1,5 метров. Маленькое гуманоидное существо перебежало дорогу прямо перед машиной. Это существо записал видеорегистратор. Мужчина сказал, что видел детеныша снежного человека, но, к сожалению, качество слишком плохое, чтобы мы с вами могли понять, что это на самом деле. На видео мужчина говорит, что сейчас покажет нам существо, которое держит в зоопарке, однако клетка его находится там, куда нельзя зайти простым посетителям. Мужчина утверждает, что когда приходил туда прошлый раз, слышал странное рычание, не похожее ни на одного из хищников. Когда он заглянул за дверь служебного помещения, увидел нечто ужасное, но снять не смог. Так вот, он вернулся туда спустя пару дней, чтобы показать всему миру это создание.
Камера наблюдения на дороге буквально сняла Рейка. Кто такие Рейки, я рассказываю в видео, которое вы сможете найти по подсказке в углу. Тощее тело с длинными лапами очень быстро перебегает дорогу, а местные жители жалуются на ужасные крики рядом с их домами. Маленькое существо пробежало за спиной ребенка. Мать в ужасе начала снимать место, куда бежало это создание. Однако его там уже не было. Что это такое? Разложившееся тело русалки сняли рыбаки. Пару дней местные жители были в ужасе, пока специальная бригада не сказала, что это просто искусственный макет. Либо же они не хотели, чтобы люди думали, что оно настоящее, либо же это действительно так. Вышедший на непонятные звуки хозяин дома успел снять, как ужасно огромное существо ходит по его крыше. Переглянувшись на пару секунд с этим монстром, чудовище убегает за крышу. Много мнений было на этот счет. Комментаторы разделились на два лагеря. А что думаете вы? Возможно ли такое?